Добрый день вам. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист. Как вас зовут? Роберт. Роберт, скажите, пожалуйста, вы даете добровольное согласие на это интервью и на его публикацию? Ну да. Понимаете, да, что мы будем с вами разговаривать под запись. Вопросы у меня простые. Сначала представьтесь полностью. Мухаметов Роберт Минигаянович. Число, месяц, год рождения. 17.04.78 год. 78-го года. И откуда вы? Родился в Республике Башкортостан, село Карадель, Карадельский район, а проживаю в Челябинской области, город Карабаш. Расскажите, пожалуйста, как вот вы попали в Украину? Ну, мобилизовали, работал в пожарной части. Вы в пожарной части работали? Да, за штатом стоял. То есть вы не были пожарным официально, правильно понимаю? Да, да. А что вы там делали? Ну, наряды ходил. Такое бывает? Да. Ну, как гражданский персонал, получается. И на выезды вы ездили? Пожарные? Не, на выезд не ездил. Так, просто в наряды? Да, да. Понял. И как вас мобилизовали? Повестка пришла. Да. И мобилизовали. Ну, повестка дома пришла. И мобилизировали. Угу. Вы пошли в военкомат с повесткой? Ну да. И что сказали? Хочу идти служить? Почему? Вот сказать, вас призывают. Да. И все, я прибыл на учение Чебаркульской, Челябинской области. И мы там 1,5 месяца обучали нас. Ну как? Стреляли голосовыми патронами, потом гранаты обучали кидать. Месяц? Ну, месяц и 10 дней. Месяц и 10 дней. Да, в октябре призвали, и в декабре нас в Ростов-на-Дону уехали. Ну, на борту там 32 человека было. И вот Ростов прибыли и Миллерово. Там расположили нас группы. 2 дня там проночевали и отправились сюда, в Сватово. В Сватово? Сватово. Да. Там ангар большой был. И вот нас оттуда расформировали. Нас к Кременной привезли, там по частям. И вот Кремено, Луганская область, получается. И нас там, блиндаже мы были, лесопосадка, получается. И у нас там, украинские солдаты нас приняли. Ну, подождите, давайте по очереди. В каком месяце вы прибыли туда? В декабре. Декабре? Да, 12 числа. И как долго вы там пробыли? 10 дней там побыли в квартире. Так в квартире или в блиндаже? Сначала в квартире. У нас 20 человек было. Так. 10 человек. Сначала в первую очередь они поехали, а мы потом их поменяли. Они поехали в блиндаже? Да. А вы были в это время в квартире? Да. А что за квартира? Ну, домик такой, как не заброшенный, который пожили, жилой дом. Да. Там все там жители там, они поуехали, а нас туда, переночевать надо было ждать. Ну да. Вот мы там проживали. А ели вы что? В магазин ходили, у кого деньги там были, в магазин ходили. За рубли покупали уже в магазинах? Ну, российские там деньги были, да. Принимали нормально там российские деньги? Да. Покупали. А обеспечение? Обеспечение, вот мы сами обеспечивались. А разве вас, как военных, не должны обеспечивать? Ну, не было такой возможности. Было, когда мы с Миллерова нас сухпайками обеспечивали. И потом 10 дней вы пробыли в этом доме, да? Ничего интересного не происходило? Ничего такого. Ну, взрывы такое происходило, и все. С нашей стороны и с вашей стороны, с этой. Друг друга вот так они метали. Ну, я имею в виду, снаряды летали просто. Вот этот, это понятно. И все. И вот мы сторожили это, дом, чтобы на нас ничего не нападало, просто все. Ну, примерно как говорили. Сторожили, чтобы на вас не напали? Да, да.
А каким образом это... Ну, я не знаю, нам сказали просто здесь побыть, все, чтобы ничего такого не было. Ну вы там по ночам как-то выходили, какие-то караулы выставляли? Нет, ничего не вставляли. Так а как же вы сторожили себя? Ну, как в квартире просто сидели. Вы просто всё. жили? Да. И все. И Ходили всё. в магазин, готовили кушать? И все, больше ничего. Ждали момент, когда нам скажут, когда на передок поедем. Все, мы подождали дней 8 и на передок поехали. Это дело в магазине Я можно не было пью, взять? я не пью. И сказали, Я еще не успел руку поднести, вы уже... я не пью. курю и не пью. То, что вы не курите, это я уже понял, потому что обычно просят сигарету сразу при входе. Нет, спасибо большое за эти сигареты. Я не травлю себя. Правильно. И А другие? не знаю. Ну, курили там в магазине. Нет, я А имею в выпивкой, виду, выпивкой они... выпивали там вы в этой- Нет, в этой выпивкой никто... Не выпивали? Да, сказали, выпивкой здесь нельзя. Понял. А кто у вас там был старший среди вас? Старших не было. То есть вы сами себе принадлежали? Да, нам старший привез, вот как жилая площадь. И сказали, через 8 дней вы поедете. Все, там старших не было никого. Был только, вот, как известно, 54-й полк, 54-й батальон, первый полк, первая рота. Если, как 54-й батальон, 1-й полк, 1-я рота. Это там, где вы служили. Да. Чему вы были? Да, рядовой состав, как его подчинение, ну, как я рядовым был. Стрелком назвали. Стрелком назвали. Ну, я имею в виду стрелок, как его, по должности. Понял. Вот так. То есть вы просто пробыли в этом доме в 10-ром? Да, Получается, нас 20 человек было. 10 человек. поехали сразу туда? Да, сразу поехали. Ну, переночевали, и сразу, как его, машина прибыла, и они поехали. Это часа 14 там Да. получается. И мы 22-го двинулись, их поменяли. Вы их поменяли, они выехали оттуда? живые, Да, мы здоровые? их поменяли, и они выехали оттуда. Ну, как пешком шли. Перемещение пешком Да. было. И вот вы заезжаете в эти блиндажи, да, получается? Да, мы там копали Как это блиндажи. выглядит? Ну, как его полностью, как окоп. Так. И это как его, блиндажи, как типа домика. С рубами. Окоп, Да, накрытый с с рубами. Да. Так? Нет, подземелье. А внутри подземелье, как с рубы делали. И там дальше вот что происходило? Ну все, мы это как его, караулили, чтобы на нас никто не нападал. Так. Нам так примерно объяснили просто, чтобы вот вы здесь как находитесь, чтобы как его, ну, типа украинские солдаты типа не нападали, Так. не наступали в Кремино, Да. и все, чтобы не брали типа Кремино. Так. Вот. И все мы ожидали вот это. Ну, прежде чем чтобы ожидали, это как его, арта работала на нас. Потом эти как его, кодры, вот эти как его, Коптеры. коптеры летали под нами. Вы дома по-русски разговариваете? Ну да, акцент у меня другой, как 50%. А кто вы по национальности? Башкир. Башкир? Башкир. Ну, я из Башкортостана просто. И национальность башкир. Из Башкортостана, может быть, и армянин? У нас всякие там и иностранные, и татары, и Татарин? чуваши живут. Да. Вы знаете, кстати, что Путин говорил, что идет сюда защищать русский язык? Я не слышал. Ну, Русскоязычный. так я сожалею, что вот эта война вот эта происходит здесь. Давайте досожалею, дойдем еще. Вы расскажите дальше за блиндаж, потому что вы сказали, ну жил и жил, ну неужели ничего не происходило? Ну, как мы, это как его, рыли окопы просто, чтобы блиндажи побольше было, нам сказали. Все, и это как его, не отстреливались, ничего не делали. Как не давали? Ну, не стреляли, ничего. Мы не видели никого, пока вот эти дни, которые. А когда, ну, рации были, и то, когда до 29 числа декабря у нас рации все сели, и у нас старший был, там, как его, с другого позиции, он сказал, надо выдвигаться в сторону дома. И он нам сказал, говорит, скоро, говорит, нападение, говорит, будет. У нас, говорит, не старше, и рации, говорит, Откуда сели. он узнал, что будет нападение? А он ходил как его с Слободой, и он там услышал, сказали, говорит, надо, говорит, отступать.
Здесь, говорит, трасса у нас, говорит, не работает. Ну, потому что вертолет 25 числа работал. Это сверху нападение было. И это как его кодры вот эти. Коптеры. Да, коптеры вот нас начали гранатами бросать. Сбросы начали, по-моему, Бросы. делать. И это как его, у нас маленько страх появился. И начали отступать. Где-то 5:30, 29 числа. Отступление у нас было, это метров где-то 100 от блиндажа. У нас перестрелка пошла. И потом это как его, арта работала по нам. И мы разбежались. Кто-то успел в сторону дома, ну как я имею в виду, так буду говорить. А мы четвером... В ту сторону, откуда вы приехали. Да. А мы четвером остались в лесу. И как его, переночевали сутки. Прям в лесу? Да, ну холодно было. 30 числа мы начали выдвигаться. Но это И- самое холодное время года. Ну, Да, как и- вы ночевали? Вот так это, как его, переночевали прям, ну... На в голой это- земле? Да, на голой земле переночевали. Без Без спальни, мешков? потому что спальники все мы растеряли, пока бежали, пока что. Вы, по сути, с одними автоматами убежали, да? Да, я понял? да, В да. чем были, так? Да, и так и ушли. И там А, передвижение давайте было. еще раз. Я просто, вы немножко рассказали про человека, который ходил куда-то по воду, пришел, говорит, надо отступать, да? Я таки не понял, что это за человек и куда он ходил по воду. Ну, потому что я не знаю, что позиция была, поэтому вот как его там. То есть там еще рядом были другие позиции, Да, таких же, там, как вы, там да? несколько позиций были, да. И вы пересекались, как-то между собой общались. Да, И один из тех, кто на других позициях, сказал, что вот будет наступление, нужно отступать. да. Это было в тот же день, когда пошло наступление? Да, когда вот началось это, вся ситуация. В этот же день. То есть он сказал, вы не отступили, вы остались на своих позициях. Да. И пошло наступление. К вечеру уже. Наступление, Он где-то говорил, где-то в 3 часа, 15 часов. Наступление проявилось, я так понял, в том, что сбросы с коптеров пошли. Да. Сбросы с коптеров пошли. Так, кого-то Артаров. ранило? У нас это как его там до этого снайпер снял как его, бойца нашего, и мы начали выдвигаться с груз 200 в сторону дома. То есть еще до сбросов с коптера Да, снайпер снял вашего бойца. Да. Вы его взяли И пошли и да, с пошли позиции. туда, откуда вы приехали. Да, Правильно? да. И тут, по ходу, на вас пошли сбросы с дрона. Сбросы, да, дрона. Понял. И потом, я так понимаю, пошла наша пехота. Пехота, вот я не видел пока, когда нас еще в плен не взяли. Вот тогда, когда нас в плен взяли, я тогда только увидел, что там целая армия была пехота. Но с вашей стороны много было. Потому что у нас тут мало было. Что нас туда завезли, мало людей было. Мы не смогли. Я вот что испугался просто, зачем так сделали просто. В эту позицию нам привезли просто. Ну, как, типа, как можно сказать, мясо. До этого тоже дойдем еще. Пока что чисто по событиям, вот интересно. Значит, несете вы 200-го, идут сбросы. Кого-то еще ранят, походу? Нет, Из ваших? мы уже в темную ночь уже шли, где-то было время, где-то 17:30, полшестого где-то так. Стемнело. Стемнело. Вот по темноте арта работала нормально с вашей стороны. Что то ли, не знаю, он позицию такую выбрал, и прям сбросы нормально пошли. И только куда? Так, и пошли сбросы. Я так понял, пошли и стрелковые. Да? Да, стрелкотня пошла. И оттуда, и с вашей стороны, и наши друг друга стреляли. Ну, никто никого не ранили вроде бы. Что вы могли там понять ночью? Конечно, ночью уже ничего не видно, ничего такого. Но снайпера нормально работают, с вашей стороны работали. Ну, да, оптика, конечно, там. Да. Это все понятно. И вы говорите, в один определенный момент вас осталось 4 человека. Да, и мы переночевали в лесу. А почему 4 осталось? Куда делись остальные? Остальные ушли в сторону дома, да. А почему вы не ушли? Но не смогли, потому что арта и заглушила это, как называется, полностью загремело. Как? Контузия? Контузия, да, была. У всех четверых, получается? Одновременно, да.
То есть вы, получается, Да. потерялись, грубо Да, говоря, да? потерялись. Ориентир потеряли. Понял. И, в общем, вы там и переночевали вчетвером. И Да. что, утром вы проснулись? Ну, да, это как его, перестрелки вот эти закончились, и к утру где-то начали, когда начало светлеть, где-то около 6, начали выдвигаться в сторону дома. И мы не смогли ориентир найти. И потом, ну, мы не ели до этого, не 4-3, так. Вы у вас уже в блиндаже была проблема с едой? Да, у нас уже, мы, ни воды, ничего такого не было у нас. Подождите, а как же ж вы, ну вы говорите, там вы ходили в магазин и покупали себе поесть? Нет, мы, когда в магазин-то ходили, все покупали, нас ориентира не было, когда мы поедем сюда, нас сразу же забрали. Мы не успели ни в магазин не сходить, ничего такого. Нас не говорили, быстро вот это все происходило. Так бы вы, может быть, что-нибудь с собой бы взяли? Да, с собой что-то Понимая, взяли. что и Хлеб там взяли. вас тоже кормить не будут. Да, Вы понимали, что вас там в окопах тоже кормить не будут, или вы не понимали? но мы знали и не догадывались. Знали и не догадывались? Да, вот Как? так, вот так это. Он сказал, говорит, мы вам привезем горячее все. И это как его, и вот это, что он сказал, все это прошло. То есть вы, короче говоря, понимали, что вас обманут, по-любому не привезут вам никакого горячего, правильно я понимаю? Да. Может, я не так понял? Да. Ну. Было так. И вы 3-4 дня сидели вообще без еды? Ну, поначалу, что у нас было, 3 сухпая, вот на 10 человек мы, это как его, процесс вот это, Поделили. поделили, и это как его, тихонько мы, это как его, чтобы нам все хватало, пока не привезут. Там печенье, вот этих, хлеба не было, и вода. 3 сухпая – это что? Что в этих сухпаях? По консервной банке каши? Да. Что еще? Ну, это как его там, ну, что там сухпаи? Гречневая каша такая, потом перловая каша. Ну, мы разделили. Да, банка гречневой каши, Да. банка перловой каши. И Сыр там, масло такое. сыр, масло. И всё. 3 сухпая, итого 6 банок каши. Да. Вас 10 взрослых мужчин, Да. Которые хотят поесть нормально. которые хотят поесть нормально, и по большому счету одного этого сухпая в день на одного человека, ну так, впритык. Да, впритык делают, Впритык. да. А тут 10. 10, да. То есть получается даже не один сухпай на двоих. Да, не хватает. Не хватает. Да. И насколько же вам удалось растянуть этих 3 сухпая? Ну, на 5 дней растянули. На 5 дней растянули 3 сухпая. Да. Это как надо? Я просто пытаюсь понять для себя, как это надо. Это надо съесть пол-ложки каши и все, и отставить в сторону? Ну да, мы по чуть-чуть так и ели. Ну, как война, как получается, так и было. Ну, окей, пусть будет так. И в определенный момент у вас все-таки эта еда полностью уже заканчивается, даже Да. та, которая была. Да, и мы проголодались. И потом блиндаж мы нашли, который в сторону дома, когда шли. Ну, на позиции имею в виду. Вот. И нашли, как его блиндаж, зашли туда, смотрим, там вода, хлеб, коробками, не знаю, там еще ради так произошло, сгущенное молоко, чай, заварка, воды там 10 литров было, не знаю, кто там оставил. Ваши там стояли. Не знаю, кто там стоял, мы когда По шли... сухпайкам видно. Да, и По сухпайкам видно, чьи пайки, украинские или российские. там, это какие наши были, ну, российские. Ваши? Да, ну там заброшены после арты, там позиция вот это все полностью, все размыло. И мы зашли туда, все валялось так полностью. Ну, мы решили поесть, пока ели, пока что, уже все стемнело. И как раз 30 числа мы туда в этот блиндаж попали. И 31 утром солдаты украинские нас там вот приняли 4. Как это произошло? Ну, мы вот это рано утром проснулись, где-то 4:30 в районе, и чайки начали кипятить. Никто не выходил с блиндажа, и ни часового не выставили, ничего такого. И вот тихонько проснулись, вот уже 7 часов, чай уже начали кипятить, чай попьем, думаю, и будем выходить тихонько.
И все, и тут шум пошел. И украинские солдаты начали подходить, мы зашевелились, и все, и гранатами забросили. Начали бросать к вам туда гранаты. Да, и сказали, сдавайтесь. Да. Мы и все, и руки подняли, вышли. Вы положили автоматы, сдались, как по правилам войны, как полагается. Да, сказали, вам ничего не будет. Мы вышли. Никто из вас там не пытался случайно там выбежать, там пострелять? Нет, такого ничего не было. Ну вот. Я даже с автомата ни разу не стрелял. Ну как, вы же говорите, учения у вас были, вы стреляли с автомата и Нет, бросали там-то гранаты. да, а тут я ни разу с него не стрелял. Понял. Ну, и вот вы в плену. Да, и в 31 числа я попал в Харьков. Нас ну, Это не сильно интересует. Интересует вот здесь, вот сейчас вот вы Вот. находитесь, лагерь для военнопленных. да, Вам дают звонить домой. да, месяц один раз звонить дают. В месяц один раз, Да. в вашем случае. Да, Вы звонили домой? да, Вы дозвонились? да. Но тем не менее, это никто не снимал на видео, правильно? Нет. Это вы пришли, вам предоставили возможность, вы Да. спокойно поговорили. С кем вы поговорили? С супругой. С женой со своей. Да, Жена ваша понимает, что вы в плену, что нужно все делать для того, чтобы да. забрать Сказали, вас из плена. список, говорит, подали. Это как и очередь поставили. Забрать из плена. Да, да. И Так. это как и с января месяца, жду. Она говорит, думает, что в марте, говорит, обмен будет, что-то такое. Ну, наши Нет, ну уезжают это все, потихоньку. я хочу сказать, что это все ерунда, это слухи в марте, Да. там в апреле, и когда там ей там говорят, это все ерунда. Она должна ходить, вот для вашей жены, чтобы она понимала, она должна ходить и задавать эти вопросы вашим военкоматам, военкомам, в общем, Не знаю, в части, кому угодно. Не знает, когда произойдет, это я откуда знаю. Нет, Я чем больше она будет задавать этих вопросов, тем быстрее вас заберут домой. Думаю, ваша жена посмотрит, и в вашем районе люди посмотрят нашу беседу, вот, и сделают все для того, чтобы вернуть вас домой. Давайте еще поговорим два слова. Вот вы говорите, я сожалею о том, что здесь это все так происходит. И нас сюда кинули как мясо. Вот давайте на примере того человека, который погиб, 200-й, который был с вами. Да? Но он же, я этого человека-то не знаю, а Это человек, не важно, вам не надо его знать. Вам важно, что он был рядом с вами. Не, он в другой позиции был, просто метров 300 где-то, он в этой позиции был. Я о чем говорю? Ну. Я говорю, хорошо, допустим, я не буду говорить или настаивать, я вам задам вопрос. Вы могли бы погибнуть в этой всей ситуации? Ну да, естественно. Могли бы. Да. Шансы были. Шансы были. Но от этого шансов я уберегал самого себя. Ну, это понятно, но иногда невозможно себя Ну, уберечь, потому что пуля – это очень да. шальная штука, она может попасть В любой момент, да. Да, и граната то же самое. Я просто хотел спросить, на примере 200-го, не на примере 200-го человека, за что вот погиб этот человек, или за что бы вы погибли? За что? Как бы ваша жена объяснила себе вашу смерть, например? За что вы погибли? Даже, как можно этот вопрос сказать, как заинтересовать, чтобы можно было под гранату попасть, и не знаю. Вы не поняли. Я не в понял. результате чего? Да, Да, не как произошла конкретно смерть, да, смерть внезапно, да, что если... Не, за что? Люди гибнут, ну вот за что-то, например. Да не Вот за что. Украинский солдат, он, например, Да. дома защищает свой дом, да? Да. Вот. Ну, тут куда ни денься, тут или бежать, Или бежать, защищать. или отступать. Да, или защищать. Ну, вот украинский солдат, который воюет с вами, Да. он дома защищает свой дом. Вы пришли сюда, да? И вот, допустим, гипотетически, Да. российский солдат здесь погиб. За что он погиб? Вот Можно украинский сказать. защищал свой дом, погиб, понятно. Да. Российский. А тут просто не защищают. Можно сказать, тут же отправляют с России, чтобы типа нападений там не было еще, что такое. Ему же говорят же, вот Кременное, да, примерно получается. Дали, чтобы они не заходили туда, я не знаю из-за чего. Кременное сказали, чтобы не заходили украинские солдаты.
Вы бы погибли ради того, чтобы в Кременную не заходили украинские солдаты, допустим. А зачем вам это? Зачем вам это? Ну, можно сказать, люди живут, чтобы войны типа не было, что вот, как можно сказать так. Да, ну, Сами же население говорят же, зачем это, как его, вот мы разговаривали с населением, с гражданским лицом, вот типа, чтобы Кременной, чтобы они не заходили. Если они сейчас, вот я, когда был в Кременном, они только заходили только, сами жители. А сейчас, если Кременной взяли, все, даже магазин сейчас не будет работать. почему вы так решили? Ну, я не знаю, вот сейчас в данный момент Кременную же берут вроде бы. Сейчас они, допустим. гражданские лица сейчас уже не могут работать, наверное, в магазине. Почему? До этого уже работали, Ну, а сейчас уже, наверное, не будут работать, потому что сейчас зашли, и опять война там сильно началась. И не знаю из-за чего. Друг друга с нашей стороны бьют и с вашей стороны бьют. так... Снарядами. Понимаете, какая история? Вот я даже в магазин шел, прям снаряд упал возле магазина. Ну, понятно. И даже деваться некуда. Так война. То ли закрывать магазин, то Ну, а как вы себе а представляли как вот войну? детей как кормить, получается? Ну да, ну верно. Нет, просто если вы там ходили Ну и да. магазины работали, то это вовсе не означает, что если украинские солдаты туда зашли, то магазины должны перестать работать. Ну, я не знаю, Где даже логика? никакой логики там не было. Ну да. Давайте проще. Еще раз. Я просто сильно закрутил. С учетом вашего понимания русского языка это особенно сложно. За что вы воевали? Проще. За что вы воевали? Нас как его, отправили, вот как мобилизировали и сказали защищать, типа, как Россию, получается. Так, И всё. вы считаете, что вы защищали Россию? Ну, может, как Кременной, как Россия, получается же. Нет, Нет? не Россия. И никогда ей, главное, и не была. Ну, никогда не входила в состав Российской Федерации. Нет, ну, понимаете, как у вас там, конечно, могут объявить, все что угодно могут объявить. И что Киев в составе Российской Федерации, и что там, не знаю, Одесса, Харьков, все что угодно. Но это у них там сказали так. Вы за это должны отдать свою жизнь? Ну, как можно сказать-то и нет. Каждый хочет, чтобы это, чтобы не было. Нет, конечно, я не хочу, чтобы все так попадали в эту ситуацию. Наоборот. Я о чем? У вас есть семья, жена. Дети есть у вас? Есть дочь. Дочь. Ну вот представляете, вот... Да, вот я такие понял, же- что в Россию могут тоже так же напасть. Это, я этого не хотел сказать, но вы правильно говорите, что к вам точно так же могли бы прийти, Да, и сказать, а мы считаем, что это наш. да. Но это одна сторона, а я о другом говорю. Вам же нужно дочь растить. Ну Я да. тоже дочь, я знаю, что с детьми нужно заниматься. Да. И вас бы убили. Представляете, сколько отцов российских уже, Много лежат. да, я даже не буду цифр называть, у которых было Много детей, да. свои дети, которыми нужно заниматься, которых нужно растить, воспитывать, образовывать и так далее. И все эти отцы здесь погибли. То есть они уже не воспитают этого ребенка, они уже его не образуют, они уже ничего ему в жизни не дадут. И я вот пытаюсь найти ответ, как вы себе это понимаете, ради чего? Вот, ну, вы же прекрасно понимаете, что никакую Россию вы здесь в Украине не защищали. Россия Нет, у вас конечно, там, у вас я дома. понял, да. Не знаю даже, как его. Ваша дочь могла бы остаться без вас, без отца. Без отца, да. Чем это можно оправдать? Зачем это нужно? Думаю, это как не надо было ехать сюда. А если бы вы все знали наперед, как бы вы поступили? Я бы как-то отталкивался, не поехал бы. Как-то отталкивался, не поехал.
Ну а когда вы ехали, что вы думали здесь происходит? Нас много было народу, я не знаю, кто как чем думал. Я думал, Там за много народа, это, знаете, бессмысленный разговор. Вот вы лично, вот за что вы думали? Вот вы едете сюда. Вы понимаете, куда вы едете и зачем? И я что не здесь знал, будет? что как я думал, как я еду, и не знал, что такое произойдет здесь. А что вы думали здесь будет? Ну, я думал по-другому все. Я не знал, что там вертолеты вот эти будут. Вы думали, здесь как с палками бегают? И Нет. в индейчиков играют, что ли? Нет, почему? Ну а как? Как вы себе это представляли? Как вы представляете себе войну? Ну, как его, такого не представлял, как вот эти как, дроны, которые чтоб летели. Да. А что вы представляли? Ну, по-другому, чтобы не сильно такая. Война, но не сильно такая война. Ну, по-другому все думал. Так вот же интересует меня, ну вот что именно вы думали. Просто интересно, как вы себе это представляли. Вот человек едет туда, куда он едет. Вот вас там отучили на полигоне, и вас отправляют на боевые действия. Правильно? Ну, типа, Вот вы едете, и что вы себе отучали. представляете? Ну, война по-другому ситуация. Не как вот это чеченская, вот это 96-й там год, 2000-й. Ну, там же по-другому все. Там чисто автоматы. А тут не автоматы, против вертолета как ты пойдешь? И против снаряда. Автомат не возьмет. Напротив арты, правильно? Дроны летают. В чеченской тоже была артиллерия. А В российской там чеченской. дронов не было. Дронов не было. Вот. Может быть, я не... А Нет, наверное, еще не было. артиллерия работала, да. А дронов не было там. Ну и бойцы там по-другому работают. И сами же командиры. А что вы по-другому. думаете о российско-чеченской войне? Ну, я, в принципе, сейчас уже ничего не думаю после этой контузии. Так легко все. Ну вы нормально соображаете. Все в порядке, вы нормально разговариваете. Ну, После контузии я не знаю. Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Что война для чего, к чему это. не, ну вот как вы думаете, чеченский народ в свое время, вот тогда, первую войну, вторую войну, они хотели быть независимыми? Ну да, они Чеченский народ, чеченцы. защищали свою землю. В Чечне там население около миллиона. Ну, чуть-чуть больше. И в то время было около миллиона. Всего лишь, представляете себе? Ну да. И Сколько чеченцев должны были в первую российско-чеченскую войну взять в руки оружие для того, чтобы отбить целую российскую армию, представляете? ну да. Там чуть ли, ну, там женщины и дети, наверное, отбывали. Тоже как его, пострадало. Представляете, народ, 99% народа хотели независимости, но Россия им не дала этой независимости. На первый раз пошли, не получилось, потом второй раз пошли. Ну, на до второй раз 2000, да, 98 уже закончилось вроде бы, как я помню. Смысл в том, что Россия очень много говорит о том, что так называемые ЛНР и ДНР очень вроде как хотели Объединиться. самоопределиться или там как-то или выйти из состава Украины, или войти в состав России. Их вообще никто не спрашивал, по большому счету. Но из одной Донецкой области в Украину с начала российского вторжения в 2014 году выехало больше людей, чем население всей Чечни. Что же это за желание такое самоопределиться было? Что миллион человек только выехало, сбежало в Украину, как только туда пришли российские добровольцы. Стрелковые, Моторолы и все прочие, знаете? Ну да, я слышал. Как-то не вяжется это с желанием, огромным желанием России дать народам самоопределение. Почему же тогда чеченцам не дали самоопределение? Которые действительно, по факту, действительно 99% населения, это очевидно, хотели этой независимости, а не дали. А вот тут вот в Донецке они за них как бы решили, что они хотят. Хотя половина населения этого Донбасса, так называемого, просто выехали оттуда.
Ну да, вот это я политику так-то не могу понять между Россией и Украиной. Ну, что говорит, что в 2014 году началась эта война, и потом в 2021 году, в феврале, началась Второй. в 22 что ли, В получается? 2022. Да, 22. И вот из-за чего, я не знаю. А потом здесь ролик кто-то показал, когда я ходил в следственный кабинет, сказали, говорит, типа ваши заходили, то ли из Беларуси, что ли? Да. Из Беларуси тоже. Да, и вот начали, говорит, обстрел, говорит, типа, ну, по украинским эти какие машину Да. начали стрелять. Вот я думаю, из-за чего вот затея пошла. Еще и Вы не вообще представляете. знаете о том, что российские войска стояли под Киевом? Не, я не знал. Не знали. Нет, То, что российские войска были в Чернигове, в Сумах, не. не знали. Я только вот в том году, только в сентябре начал, вот, когда сказали, вот мобилизация полным ходом пойдет, все. То есть вы вот этого вот всего, что происходит, вы не знали, да? Я не- Что-то там где-то происходит, Да, я не знал. и вас, когда мобилизовали, вы даже не поинтересовались этим всем. Мне нам сказали, как на учение только пошли, все, больше ничего. Ну вот и я же пытаюсь и добиться, а что вы, как вы себе представляли, что где-то там, кто-то там в окопе сидит, и все, ничего не происходит? Да, ну как его, приехали просто вот в Ростов и сюда разместили просто и все. А насчет вот этот, который пехоты вот, с вашей стороны, мы не знали, что там много армии будет. Вот когда плен взяли нас, я даже не знал, что столько пехоты там будет. Я говорю, конечно, нас все полностью вот, разгромили бы полностью и все. Как вам Что- показалось действие украинских солдат? Профессионально или нет? Профессионально, да, чем наши вот Экипировка. экипировка хорошая. У нас совершенно ни ночное видение, ничего такого не было. Рации хорошие. Ну, я имею в виду, А квадрат- солдаты вас брали в плен украинцы? Да, Украинцы. да. Наемников каких-то, может быть, видели вы? Никого не видел. Вот чисто бойцов, солдатов все видел. Ну, в России же рассказывают, что вы воюете с Да, НАТО. говорили там нацисты, говорит, я никаких нацистов не видел, никого не видел. Ну, НАТО, нацисты уже Не, пошли в НАТО. НАТО не видел. Чисто вот этих бойцов виделось. Ну что ж, поздравляю, вы начисто разрушили только что всю российскую пропаганду вообще обо всем, что происходит в этой войне. Если кто-то из ваших земляков посмотрит, кто вас знает, скажите, вы добровольно вот со мной общались? Добровольно. Как вообще было сегодня? Расскажите так, чтобы Ну как, работали работали. и зашли, как можно вам сказать, и попросили, что на телевидении пойдете, не пойдете, правильно? Не на телевидении, я сказал. Или Я как? говорю, меня зовут Владимир, А. я журналист, давайте на интервью, кто На еще интервью. не был, заходите. На интервью, да. Ну, так я сказал. Что вы делаете на работе? Какой вид работы вы выполняете? Диваны плетем, Диваны плетете. Красивые, кстати, диваны плетете. креслами плетаем. Плетеные такие делаете Плетеные, диваны, да, кресла. так. Это для сада, я так понимаю, да, такой вот. Да, да. Неплохо, неплохо. Кормят вас. Кормят трехразовое питание. Утром, Можете в обед. помыться. Да, это как его, в субботу баня у нас. Можете помыться. Да. Нормальные постели вам тут дали. Да, всё. постельное белье дают. И даже домой можете. Хоть раз в месяц, но можете позвонить. Месяц один раз, да, домой. Ну ладно, я надеюсь, вас обменяют побыстрее. Ну, Хотите да- что-то дай- от себя сказать? Ну, дай бог, чтобы поменяли, чтобы вот как его, домой к семье, чтобы попасть. Конечно. Для этого надо, чтобы наших отдали. Потому что мы про наших, что там у вас, какие там условия, ничего не знаем. Домой они уж точно не звонят. Тут вам еще и посылки разрешили получать. Знаете? Ну да, посылки, это как его, 10 килограмм, там часть. Раньше чай, говорит, не разрешали, сейчас чай можно разрешение. Ну, часы, если можно, электронные. Теперь представляете себе ситуацию? Вы пришли к нам в страну. Вы вообще понимаете, что вы оккупант? Вы имеете в виду, По факту.
Вот посмотрите сверху вниз объективно на все то, что происходит. Вы пришли из России, вы пришли в Украину. Ну да, Вы это пришли чужая сами. земля, получается. Ну да. Да, я не хочу и долго растягиваться на эту тему, но по факту вы для нас оккупант. Да? Даже если вы там себя таким, может быть, не считаете, не знаю, вы подумаете там себе, может быть, как-то дадите ответ. Но для нас вы оккупант. Ну я понял. Это безусловно. Да. Вы пришли как оккупант сюда, попали в плен, здесь живой, здоровый в плену. Имеете возможность позвонить домой, покушать теплое, горячее, покупаться, получить посылки. Все условия, все законы, все конвенции, все соблюдается. Только с России посылка не идет, только здесь надо волонтеров искать. Жалко. Вот это, Жалко, вот что мы еще хоть с России, со страны, которая на нас напала, посылки. только не идет, только здесь только надо. Для зрителей, говорю, у меня есть видео посылки и звонки для оккупантов, оно так и называется, там вы можете подробнее увидеть. Он называется Народный фронт, что ли? Вот это. Не-не-не, у меня есть видео про то, как вы получаете посылки и какие условия. То есть там я все рассказал, что россиянам нужно находить здесь определенные там организации, которые этим занимаются, и через них переводить деньги, и вам они уже покупают. Да, что нужно через в как магазине, и волонтеры, приносят получается. сюда. Волонтеры Да, называются. Да. Волонтеры. Смысл в том, что такая возможность есть. А у Есть. наших родственников, наших пленных, которые находятся в России, нет даже возможности просто узнать, вот что с ними. Понимаете? То есть вот так, чтобы люди могли оценить разницу между цивилизованной страной, хоть вы и оккупант, но какие вам предоставили условия, и варварами, ордой, которая мало того, что вторглась в чужую страну, детей у нас вывезла отсюда. Вот, смотрите. Не очень хорошее качество получилось. Но я все-таки, видите. Знаете, за что его в розыск объявили? Не могу знать. Не знаете? За то, что Россия вывезла детей, оккупировала территории и вывезла украинских детей к себе. И они называют это заботой о детьми. То есть прийти в чужую страну, разбомбить, развалить город, вывести оттуда детей, непонятно куда и непонятно зачем. И они говорят, мы заботимся. А людям, которых вот сейчас вот собираются мобилизовать, что им делать нужно? Ну, чтоб это, как его, не ходили, сидели дома. Берегли себя и жен своих детей.